война. Война никогда не меняется. Империалист нападает на соседнюю страну, уничтожая в первую очередь объекты инфраструктуры, убивая женщин и детей, ослабляет и загоняет в средневековье жителей маленькой страны. И все это о израильской агрессии на Ближнем Востоке. Мы, коллектив канала «Перемен», поговорим о проблемах сектора Газа. Не музыкальной группе из Воронежа, а о маленькой территории арабов прямо под носом Израиля. Дорогие друзья, перед просмотром нашего нового видеоролика настоятельно просим подписаться на наш канал в Telegram. Там мы анализируем актуальные новости с классовых позиций, выпускаем эксклюзивный материал по трепещущим событиям, рекомендуем книги к прочтению в рубрике «Что почитать», разоблачаем мифы в рубрике «Разбор фальсификаций», анонсируем онлайн-кружки и, конечно же, рассказываем о опыте солидарности рабочих разных стран в борьбе за коммунизм. QR-код на экране, ссылка, как всегда, в описании. Приятного просмотра. На Ближнем Востоке стабильно-нестабильно. Израиль, поддерживаемый западными империалистическими державами, все сильнее подталкивает регион к разрушительной тотальной региональной войне, еще раз подчеркивая стоящий перед человечеством выбор – либо социализм, либо варварство. За первые 2 недели агрессии против Ливана израильская армия разбомбила более 3600 объектов по всей стране, убив не менее 1800 человек и ранив более 10 тысяч, подавляющее большинство из которых мужчины, женщины и дети, не имеющие никакого отношения к Хизбалле. На данный момент почти 1 миллион человек из 6 миллионов населения страны вынуждены покинуть свои дома, что создает огромную нагрузку на страну, и без того охваченную глубоким социальным и экономическим кризисом. Израильские ковровые бомбардировки, продолжающиеся уже год, превратили сектор Газа в руины. Десятки тысяч палестинцев были убиты, сотни тысяч покалечены, а миллионы были вынуждены покинуть свой дом. Теперь сионистский режим открыто обещает, что такая же участь постигнет и Ливан. Они развязали беспрецедентную кампанию террора против палестинского и ливанского народов. В Ливане они совершили террористические акты с использованием пейджеров и раций, в результате которых погибли десятки людей и тысячи получили ранения. В Бейруте они убили Хасана Насраллу, главу Хизбаллы, крупнейшей политической партии Ливана. В Тегеране они убили Исмаила Ханию, главу Хамаса, правящей партии в Газе. Важно отметить, что в момент гибели оба этих человека вели переговоры с Израилем о прекращении огня. Израиль также бомбит Йемен и угрожает нанести удар по целям в любой точке региона. Израильские агрессоры с циничным высокомерием называют все это самообороной. Их слова повторяют западные политики и СМИ. Конечно, любой честный человек видит эту ложь насквозь. Действия Израиля вызывают отвращение у рабочих и молодежи во всем мире. С одной стороны, мы имеем одни из самых технологически продвинутых вооруженных сил, полностью поддерживаем империализмом США, самой сильной военной державой в мире. С другой стороны, палестинские и ливанские народы, которые как не стесняются указывать сами израильские стратегии, обладают гораздо меньшим военным потенциалом и гораздо меньшими вооруженными силами. Уровень разрушений и смертности, который Израиль обрушил на Ливан и Газу, намного превосходит то, что Хамас или Хизбалла когда-либо делали в ответ. И все же в бесстыдном контрасте с защитой израильского варварства западные СМИ подчеркивают и осуждают каждое действие палестинцев, ливанской Хизбаллы или Ирана. Переворачивая всю с ног на голову, они представляют жертв агрессии агрессорами. Они продолжают игнорировать реальную первопричину конфликта. Десятилетия безжалостного угнетения палестинцев, которые были насильственно вытеснены со своей родины, собраны в лагерях беженцев, и у которых систематически отбирают все больше и больше их земли. Точно так же мало упоминается о прошлых войнах Израиля с Ливаном и о том, что он оккупировал эту страну в течение 14 лет до 2000-х годов. Пусть не будет никаких сомнений в том, на чьей стороне находятся революционные большевики. Мы твердо стоим на стороне угнетенных народов против израильского и американского империализма. Мы оказываем безоговорочную поддержку палестинскому народу в Газе, на западном берегу реки Иордан и во всем регионе. Мы на стороне ливанского народа, а также народов Ирана, Ирака, Сирии и Йемена, которые также подвергаются израильским нападениям. Они имеют полное право защищать себя от израильской агрессии. И в то же время, что очень важно, те формы борьбы за целостность своей территории и собственную безопасность, какие использует палестинская сторона и в целом арабы, в частности террористические организации и боевые сродни анархическим, как фракция Красной Армии в Германии 60-х, не приведут к достижению мира и появлению каких-либо позитивных перспектив. Израильский режим и поддерживающие его западные державы – враги трудящихся и молодежи Ближнего Востока. Они уже более века сеют хаос в регионе, держа его под гнетом варварской империалистической тирании. Когда израильские сухопутные войска пересекают границу с Южным Ливаном, становится ясно, что вторжение приобретает гораздо более масштабные очертания.
Однако западные средства массовой информации говорят нам, что продвижение армии одной страны на территорию другой на самом деле вовсе не является вторжением. Они лишь говорят, что это ограниченное наземное вторжение, акт самообороны. Когда армия России вошла на территорию страны 404, западные державы наперебой осуждали то, что они лживо называли неспровоцированным вторжением. Но где же осуждение Израиля, когда он в течение 12 месяцев вторгается не в одну, а в две страны, бомбит и атакует еще 3, причем террористическими методами? Когда Израиль убил Хасана Насраллу, его бомбы сначала должны были пройти через жилой квартал высотой в 6-8 этажей, превратив его в руины, прежде чем они смогли бы проникнуть вглубь земли и добраться до штаб-квартиры Хизбаллы. В итоге был полностью разрушен городской район площадью больше футбольного поля, под обломками которого погибли сотни семей. У них не было ни единого шанса спастись, поскольку бомбы обрушились на них посреди ночи. Конечно, практически ничего из этого не было освещено в западной прессе. Более того, США и их союзники аплодировали этой акции. От израильских бомб уже погибло около 2000 мирных жителей Ливана, и это число растет с каждым днем. Виновники этой расправы даже не пытаются скрыть своего ликования при виде этой ужасающей бойни. В декабре 2023 года сам Нетаньяху пригрозил, что, цитата, «Израиль в одиночку превратит Бейрут и Южный Ливан, расположенный неподалеку отсюда, в Газу и Хан-Юнис». С тех пор он и другие высшие должностные лица Израиля неоднократно повторяли это заявление. Рабочие и молодежь всего мира вполне обоснованно спрашивают, почему все это не вызывает возмущения? Где официальное осуждение? Где освещение в прессе? Где возмущенные редакционные статьи и пламенные речи о незыблемости национального суверенитета, священности жизни мирных граждан? Если реакция на события на Украине является чем-то из ряда вон выходящим, то, несомненно, Хасана Насраллу или других высокопоставленных ливанских чиновников следовало бы рассматривать как национальных героев, защищающих свою родину от иностранного агрессора. Они должны были сразу же отправиться в Европу и США, объезжать парламент за парламентом, получая миллиарды долларов военной и финансовой помощи на борьбу с израильской агрессией. Столько, сколько потребуется. Потому что Насралла и сотни невинных мирных жителей, живших над штаб-квартирой Хизбаллы, были хладнокровно убиты с помощью 80 поставленных США бомб JDAM, разрушающих бункеры. Вместо того, чтобы выразить возмущение, все западные лидеры набросились на Хизбаллу за использование мирных жителей в качестве живого щита. То есть они обвинили Хизбаллу в том, что Израиль убивает мирных жителей с помощью западного оружия. А что происходит, когда Хамас, Хизбалла или Иран открывают ответный огонь по Израилю? Преподносится ли это как оправданная самооборона? Конечно же нет. Вся истеричная машина СМИ разгоняется до предела, выступая против так называемых варварских иранцев, Хизбаллы и так далее и тому подобное. На самом деле, за последний год в результате взрывов на территории Израиля погибло лишь небольшое количество людей. По данным Amnesty International, еще до начала нынешних бомбардировок число погибших в Ливане от регулярных израильских ракетных обстрелов составляло 589 человек. Для сравнения, от ракетных обстрелов Хизбаллы на территории Израиля погибло всего 34 человека. За последнюю неделю число жертв в Ливане выросло, в то время как с израильской стороны погибло лишь несколько человек. В отличие от Израиля, который сознательно обстреливает гражданские районы, иранские ракеты до сих пор этого не делали. Тем не менее, вводятся дополнительные западные санкции против Ирана за то, что он осмелился нанести ответный удар по Израилю. Но с другой стороны, в начале этого года администрация США наградила Израиль пакетом военной помощи в размере 8 миллиардов долларов. В действительности, право Израиля на самозащиту означает не что иное, как право Израиля вмешиваться куда угодно, любыми средствами, совершенно безнаказанно бомбить, стрелять, морить голодом и наказывать кого угодно. А на тех, кто осмеливается защищаться и давать отпор этим нападениям, навешивается ярлык врагов и террористов, а то и хуже. Это применение так называемого правильного порядка к конкретным условиям на Ближнем Востоке. А из чего состоит этот порядок, спросите вы? Что это за мифический международный правопорядок, состоящий из демократического правительства и западных ценностей? В этом порядке есть только одно правило. В любой конкретной ситуации должно выполняться то, что отвечает интересам американского империализма. Любой, кто возражает, автоматически становится врагом Запада и подвергается осуждению, санкциям и нападениям, как сочтет нужным американский империалист. А кто же против такого порядка? После нескольких месяцев нападений и провокаций 2 октября 2024 года Иран наконец ответил на многочисленные провокации Израиля залпом из 180 ракет, направленных на ряд военных и разведывательных объектов Израиля.
Предсказуемо, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, всегда готовый продемонстрировать свое раболепие перед американским империализмом, решительно встал на сторону Израиля, заявив, что он полностью осуждает эту попытку иранского режима причинить вред невинным израильтянам, обострить эту невероятно опасную ситуацию и подтолкнуть регион все ближе к краю пропасти. Вице-президент США Камала Харрис последовала его примеру, заявив: «Я четко осознаю, что Иран является дестабилизирующей и опасной силой на Ближнем Востоке. Добавив: Я всегда буду следить за тем, чтобы Израиль имел возможность защищаться от Ирана и поддерживаемых Ираном террористических военизированных формирований». Читая подобные заявления, возникает ощущение, что мы перенеслись в какую-то причудливую параллельную вселенную. Здесь есть израильский режим, убивавший десятки тысяч людей и разрушивший жизни миллионов других. Режим, премьер-министр которого не скрывает, что готов втянуть весь регион в войну. И при этом именно Иран рисуется как темная и демоническая сила, стремящаяся дестабилизировать весь регион. На самом деле, на протяжении всего прошлого года именно Иран проявляет крайнюю сдержанность. В течение 2 месяцев после убийства Хании в Тегеране иранцы не предприняли ответных действий. Хамас также принял соглашение о прекращении огня, предложенное Западом. Но именно Биньямин Нетаньяху неоднократно саботировал подобные попытки положить конец войне. В Ливане, как сообщил их премьер-министр, Хасан Насралла дал согласие на прекращение огня с Израилем всего за несколько часов до того, как Израиль убил его. Кроме того, президент Ирана Пезешкиан неоднократно заявлял, что Иран готов к мирным переговорам и готов заключить сделку как с Западом, так и с Израилем, чтобы стабилизировать обстановку в регионе. Более того, он заявил, что США и Запад обещали ему прекращение огня в Газе и возвращение к иранской ядерной сделке, если Иран воздержится от ответных действий. Он был достаточно глуп, чтобы поверить обещаниям Байдена. Любому ясно, что Биньямин Нетаньяху совсем не заинтересован в мире. Факт остается фактом. После года боев в Газе Израиль не достиг ни одной из заявленных им целей войны, а именно освобождения заложников и уничтожения Хамас. Всего месяц назад, после того, как Нетаньяху в очередной раз откровенно маневрировал, чтобы сорвать последнюю попытку заключить соглашение с прекращением огня, его популярность пошла на спад, а в стране вспыхнули массовые протесты и даже всеобщая забастовка. Он прекрасно понимает, что если бы он потерял пост премьера, то снова оказался бы в суде, где ему предъявили бы серьезные обвинения в мошенничестве. Поэтому, чтобы остаться у власти, ему необходимо продолжать войну и желательно втянуть в нее США. И он намерен остаться у власти любой ценой. Американские империалисты и их марионетки в Европе, надувшись от собственной гордости и высокомерия, не желают делать ни малейшего шага, который мог бы показаться слабостью с их стороны. Поэтому они следуют за Нетаньяху по этому катастрофическому пути. Они произносят речи о прекращении огня и необходимости стабилизации ситуации, но в итоге Нетаньяху знает, что они выступят на стороне Израиля, который является их единственным надежным союзником на Ближнем Востоке. Исходя из этого, после нескольких дней переговоров с западными державами о возможном прекращении огня, Нетаньяху поднялся на сцену Генеральной Ассамблеи ООН с посланием к миру. В Иране нет места, до которого не дотянулась бы длинная рука Израиля. Это будет справедливо для всего Ближнего Востока. Здесь прозвучал истинный голос сионистского правящего класса Израиля. Это было объявление войны всем на Ближнем Востоке, кто осмелится встать на пути сионистского режима. Израилю должно быть позволено расширяться, вмешиваться и вторгаться в дела любого региона. В этом контексте растущее влияние Ирана и его союзников стало препятствием для достижения целей израильского правящего класса. Поэтому Иран, Хизбалла и любые другие его союзники должны быть наказаны и поставлены на место, не заботясь ни о жизнях, которые будут потеряны в процессе, ни о поколении, которым придется расплачиваться за такие действия. Война с Ираном будет иметь катастрофические последствия не только в регионе, но и во всем мире. Она может легко распространиться на другие страны Ближнего Востока, как она это уже отчасти сделала, или напрямую потянуть за собой сам империализм США. Собственно, именно этого и добивается Нетаньяху. Однако он ошибается, думая, что это гарантирует ему победу. Это далеко не так. Тот факт, что американцы сейчас явно выступают на стороне Израиля, будет иметь очень серьезные последствия. Очевидно, что Россия развивает тесные отношения с Тегераном и, несомненно, придет на помощь Ирану таким образом, который мы не сможем предвидеть с какой-либо степенью точности, но который, несомненно, окажет решающее влияние на события. Этот факт в гораздо большей степени, чем лицемерные заявления из Вашингтона о том, что Америка за мир, может заставить Нетаньяху дважды подумать, прежде чем начинать тотальную войну против Ирана. Есть и другие факторы, которые империалисты должны принимать во внимание. Конфликт может развиваться непредсказуемо, дестабилизируя одну страну за другой.
Кроме того, у Ирана появился мощный стимул ускорить программу ядерных исследований и разработать ядерное оружие на самом деле. Теперь иранским лидерам ясно, что это будет единственной реальной гарантией от нападения на Иран со стороны Запада или Израиля. Мировая экономика немедленно ощутит на себе эти потрясения. Цены на нефть выросли на 5% в течение нескольких минут после того, как стало известно, что администрация Байдена обсудила с израильским правительством возможность совместного ответного удара по Ирану. Это ничто по сравнению с тем, что может произойти, если будут нарушены поставки нефти из Персидского залива. Израиль уже поднял вопрос о нанесении ударов по нефтяным или ядерным объектам в Иране. Иранцы, в свою очередь, пригрозили нанести ответный удар по нефтяным объектам в Персидском заливе. В случае достаточной угрозы Иран также способен перекрыть Ормузский пролив, через который проходит 20% мировой нефти. Хуситы в Йемене также могут ограничивать судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив, через который проходит 30% мировых контейнерных перевозок. Рабочих и бедняков всего мира попросят заплатить за убийственные авантюры империалистов. Потенциальная смерть и разрушение, грозящие миллионам, не волнует ни Нетаньяху, ни оголтелый израильский правящий класс, который теперь выставился за его спиной. То же самое относится и к западным империалистам, которые продолжают снабжать израильскую армию деньгами, оружием и прямой военной поддержкой. Маска демократизма капиталистического класса спала, обнажив его истинное лицо. Класс, который скорее потянет человечество в пучину варварства, чем откажется от своих узких интересов. Но сегодняшние события еще раз показывают истинное положение вещей, а именно империализм является главным источником реакции в регионе. Более того, именно западный империализм является главным источником реакции, который на протяжении десятилетий вмешивается и разжигает войны и межконфессиональные распри, который насильно сдерживает экономическое развитие региона, держа его в удушающих тисках отсталости и нищеты, и в то же время предоставляет Израилю инвестиции и помощь, необходимые для превращения его в мощную капиталистическую державу в регионе. Сионисты оправдывают свои действия, утверждая, что они борются за безопасность евреев в Израиле. Но на самом деле они проводят политику все больше и больше колонизации палестинских земель и почти постоянного конфликта. При этом они не построили безопасное убежище для самих евреев Израиля. Напротив, они создали для них ловушку, которую используют для поддержания собственного господства, привилегий и прибылей. Пока израильский правящий класс остается у власти, не будет мира и гармонии для народов Ближнего Востока. Сионистский режим, в свою очередь, является всего лишь форпостом западного империализма. Без полной финансовой, дипломатической и военной поддержки западных капиталистов израильская армия не смогла бы продержаться долго. Те же самые люди, которые эксплуатируют и угнетают рабочий класс на Западе, стоят с бесконечными войнами и гражданскими конфликтами на Ближнем Востоке. Достаточно взглянуть на 2 войны в Ираке, на войну в Афганистане, гражданскую войну в Сирии, начавшуюся в 2011 году и продолжающуюся по сей день, варварскую гражданскую войну в Йемене, начавшуюся в 2014 году, прошлые войны в Ливане, а также продолжающиеся десятилетиями наступления на палестинцев. Во всех этих событиях так или иначе замешаны капиталисты, которые получают огромные дивиденды от идущих сегодня войн. Эти же люди постоянно говорят нам, что не хватает денег на образование, здравоохранение, пенсии и другие социальные пособия, легко находят миллиарды долларов, необходимые им для ведения империалистических войн в любой точке мира. Борьба против угнетения Израилем палестинцев и его войн с соседними странами напрямую связана с борьбой рабочего класса на Западе. А мир вообще невозможен без борьбы рабочего класса всех стран. Никакие петиции и радикальные высказывания не смогут положить конец войнам на планете. На силу нужно отвечать силой. А самая мощная сила на планете – это рабочий класс, который, будучи мобилизованным, способен смести любое препятствие на своем пути. Мы требуем немедленного прекращения любой поддержки Израиля, включая прекращение экспорта оружия. Но у нас нет иллюзий, что капиталистический класс выполнит это требование. Именно рабочий класс и его организации должны вступить в борьбу за это требование. Поэтому на всех уровнях профсоюзов, объединяющих рабочие места, связанных с производством и торговлей оружием, должны быть приняты резолюции о бойкоте со стороны рабочих путем проведения забастовок и блокирования поставок оружия. В то же время необходимо начать кампанию за национализацию всех оружейных отраслей под контролем рабочих. Вместо средств уничтожения эти передовые отрасли должны быть перепрофилированы для производства товаров на благо всего общества. Вместо танков мы можем производить трактора, кареты скорой помощи. Вместо истребителей мы можем инвестировать в эффективные системы общественного транспорта. Мы требуем прекратить любую военную помощь воюющим державам. Вместо этого деньги должны быть направлены на улучшение образования, здравоохранения и других социальных программ в интересах рабочего класса. Однако мы не питаем иллюзий по поводу того, что капиталистический класс намерен осуществить эти меры. Их интересы прямо противоположны интересам рабочего класса, как внутри страны, так и за рубежом. Война – неотъемлемая часть капитализма.
Растущее число войн и общая нестабильность являются лишь выражением кризиса системы. Утопично думать, что можно искоренить войны, не искоренив их первопричину, саму капиталистическую систему. Поэтому необходимо подготовить массовое движение, чтобы уничтожить поджигателей войны, представляющих угрозу безопасности всего мира. Они должны быть остановлены коллективными усилиями мирового рабочего класса, который является единственным классом, изначально заинтересованным в мире. Ну и чтобы достичь перемен, нам надо объединяться. Никакой войны, кроме классовой. Все хотят перемен.